мои дорогие, с вами Анна Тюмерова. Сегодня я собралась на день рождения моего брата и решила для него сделать небольшой подарок. Вот такой вот мужской букет с бутылочкой пива. Поэтому смотрите, наслаждайтесь, делайте вместе со мной и давайте творить! И я уже приготовила некоторые продукты для того, чтобы сделать этот букет. Конечно же, бутылочка пива. Берите ту, которая вам подходит либо под композицию, либо ту, которую любит именно сам человек. И я выбрала различные колбасы и сыры для этого букета. Все материалы вы сейчас видите на экране. И, конечно же, давайте немножко поговорим более подробно о каждом из них. И первое из них — это различные колбасы. Плюс к ним я выбрала вот такие тоненькие колбаски двух разных вкусов. Из сыров я решила взять вот такие палочки копченые и косичку. Плюс мне нужен будет багет. Это вполне естественно для того, чтобы было приятнее есть колбасы. И еще плюсом ко всему я взяла вот такие помидорки. Вместо помидорок я, конечно же, хотела взять маленькие перцы чили, но я их не нашла сейчас в магазине, и поэтому взяла то, что есть. Собирать букет я буду на основу, и для этого я беру вот такой вот кусочек пенопласта. Высота пенопласта 5 см и размер 10 на 15. Упаковывать я букет решила вот в такую вот подарочную бумагу. С одной стороны она у меня такая в клеточку разных цветов, а с другой стороны абсолютно белая. Мне кажется, это будет достаточно празднично и эффектно и по-мужски. И, конечно же, нужны различные материалы, необходимые для того, чтобы собрать этот букет. Это различные шпажки, зубочистки. Обязательно берем пищевую пленочку, прозрачный широкий скотч, ножницы, ножи, ленточка красного цвета. Она у меня 1,5 см шириной. И можно взять резиновые перчатки, потому что мы работаем с продуктами. Степлер. И для удобства я взяла деревянную доску, на которую я буду резать все эти продукты. Вот такие продукты я выбрала для моего букета, и сейчас начинаю делать сам букет и делюсь с вами секретами, как я это делаю. Для начала мне нужно подготовить кусочек пенопласта для сборки этого букета. И для того, чтобы не было вот этих крошек, которые разлетаются от этого пенопласта, я беру пищевую пленку и обматываю весь кусочек пенопласта. Беру кусочек, просто оборачиваю его пленочкой. Можно сделать несколько оборотов. Потом отрезаю лишнюю пленку и оборачиваю все скотчем. Вот так вот посередине делаю один оборот. Здесь переворачиваю скотч и делаю оборот вверх тормашками. Снизу переворачиваю его обратно и заканчиваю приклеивать скотч. Для того, чтобы он не болтался, можно закрепить скотч с двух сторон. Главное, чтобы посередине у нас осталась вот эта липкая часть. Получается вот такой кусочек пенопласта, и в середку на липкую часть я ставлю бутылочку. Теперь я беру багет и отрезаю его пополам. Чтобы он не зачерствел, нужно обернуть пищевой пленочкой. Аккуратненько натягиваю пленочку в самый низ. Здесь мы можем завернуть вот так вот пленочку. То же самое делаю со второй частью багета. И протыкаю этот багет несколькими шпажками. Если будет ручной букет, то шпажек нужно будет больше. А так как у нас букет будет на основе, то 2-3 шпажки будет достаточно. Вот таким образом я креплю хлеб. Эти колбаски я отрезаю на 2 части. Отрезаю немножко наискосок. Теперь каждую эту колбаску мне нужно закрепить на шпажку. Если верх колбаски вот такой красивый и ровненький, то я его делаю верхом. А если верх некрасивый у колбаски, то верхом я делаю ту часть, которую я срезала. Итак, я креплю каждую колбаску на шпажку. Здесь достаточно по одной шпажке. Некрасивый верх, если есть такие пимпочки, их можно отрезать и сделать колбаску более изящной. И вот так вот я закрепила каждую колбаску на шпажку. Теперь беру следующие колбаски и их точно так же готовлю для букета. Нарезаю их пополам и потом нанизываю каждую из них на шпажку. Следующие колбаски и сыры точно так же нанизываю на шпажки. Эти колбаски получаются такие более интересные, они в виде петелек. И для того, чтобы это смотрелось эффектнее в букете, я решила сделать их прям с петельками. Отрезаю вот так вот пополам в виде вот таких вот петелек. И именно так буду нанизывать на сам букет. Здесь беру шпажку и в каждую часть колбаски я нанизываю по шпажке. А часть колбасок можно вообще закрепить на сами зубочистки для передней части самого букета. Там у нас колбаски будут низко, поэтому можно закрепить и на зубочистке. Сыр нарезаю длинные палочки тоже на маленькие. 2 эти петельки, которые у меня получились, можно оставить также в виде петелек. Мне кажется, это будет прикольно смотреться. И креплю также на шпажке. Беру косичку сырную, отрезаю ее пополам и верхушками делаю вот эти 2 части. А нижнюю часть, где я отрезала, туда вставляю шпажки.
Туда достаточно вставить 2 шпажки. Принцип крепления помидорок тот же самый. Выбираем красивую сторону, которую бы хотелось сделать верхней частью, и протыкаем на одну шпажку, так, чтобы шпажка насквозь не прошла. Мне не нужно слишком много помидорок для моего букета, они будут нести декоративный эффект и разбавлять колбасы и сыры. И вот такие помидорки для букета у меня получаются. Вот таким образом я закрепила все ингредиенты для моего букета. И теперь буду собирать сам букетик. Для этого я беру бутылочку, уже поставленную на основу, и начинаю вокруг этой бутылочки собирать колбасы. В первую очередь я начинаю собирать с задней стороны. Колбасы у меня будет максимум задняя часть в высоту самой бутылочки. Между колбасами я устанавливаю сыры. Только предварительно, конечно, нужно будет укоротить шпажку, чтобы сыр не был длиннее бутылочки. И вот так вот я собираю всю композицию в круговую. Сформировала прочную стеночку сзади. Теперь начинаю спускаться по бокам, так, чтобы спереди у меня колбаски были максимум вот до такой высоты. Мне хочется сделать вот такой небольшой скос из этих колбас и сыров. Поэтому дальше у меня шпажки будут немножко покороче. Для начала чисто колбасками можно сделать разные уровни в круговую, и потом уже добавить другие ингредиенты, ориентируясь на эти уровни. Обязательно следим за высотой, чтобы это было симметрично и смотрелось более гармонично в нашем букете. Первый круг я делаю чисто из сыров и колбас. Задняя часть у нас самая высокая, поэтому все длинные сыры мы вставляем именно назад, около задней стенки. Сюда же мы можем вставить вот такой двойной сыр в виде петельки. Если мы ставим такие сыры в виде петельки, нужно, чтобы это было видно. Это изюминка этого букета. После того, как я сделала первый круг, я беру скотч и этим скотчем обматываю шпажки вокруг бутылки, так, чтобы они более плотно оборачивали саму бутылочку. И таким образом они у нас не будут болтаться, а бутылочка, в принципе, у нас держится на нижней части и за счет вот этих вот колбасок, которые мы сейчас натягиваем. Точно так же дальше я собираю кругами, оборачивая всю бутылочку колбасными деликатесами в таком количестве, сколько бы мне хотелось сделать вокруг этой бутылочки. При этом вставляю их все так же в основу и креплю скотчем. И далее в круговую я расставляю колбасы и сыры таким же образом. При этом уровень я соблюдаю тот, который я сделала. Можно чуть-чуть сзади подняться, а снизу немножко спуститься. Можно сделать и так. Либо оставить на том же самом уровне, который уже есть. Вот так вот зафиксировали скотчем и давайте крепить дальше. Сзади мы доходим до той части, чтобы вровень с пенопластом у нас колбаски стояли. Дальше у нас вся работа будет переходить на боковую часть и на переднюю. Основная часть колбасы и сыров у нас должна быть по бокам. С этой стороны у меня будет вот такой кусочек хлеба. Основную часть помидорок можно крепить в самом конце, но часть из них я могу вставить перед этим батоном. Вот здесь получается пустота, туда я вставлю помидорку. И перед помидоркой у меня будет размещаться сыр. Главное, чтобы не было видно никаких шпажек. Все шпажки у нас должны закрыться самими колбасами и сырами. И точно так же симметрично этой части я собираю другую сторону. Другой хлеб у меня будет размещаться вот здесь спереди. И так, чтобы симметрично с хлебом смотрелись еще и косички, я размещу одну косичку здесь, а другую здесь впереди. Сразу закреплю ее скотчем, чтобы она хорошо держалась. За ней мне нужно добавить немножко колбасок. Сразу видно, да, что там у нас есть пустота, которую нужно заполнить. Теперь главное сделать так, чтобы шпажки не было видно. Вот таким образом. И теперь собираю переднюю часть из колбас. Я закончила собирать все колбасные изделия в этот букет. Сейчас он выглядит вот таким образом. Сзади у нас все в шпажках. Для того, чтобы ничего не падало, ничего не ерзало, хорошенько натягиваем все скотчем и фиксируем вот таким образом. При желании можно сначала упаковать этот букет прозрачной пленкой, а можно сразу в упаковку. Я беру упаковочную бумагу, разворачиваю ее так, чтобы лицевая сторона была снаружи, а изнаночная сверху. И измеряю расстояние 55 сантиметров. И на расстоянии этих 55 сантиметров я сгибаю бумагу, складываю ее
вот таким образом. Мне нужно, чтобы и лицевая, и изнаночная сторона была красивой, поэтому я складываю ее так. Если у вас пленочка или бумага сразу двусторонняя, можно оставить и не сгибать. Мне хочется, чтобы изнутри она была тоже красивой, поэтому я делаю так. Следующий момент. Я измеряю длину. Мне нужно, чтобы длина была примерно одинаковая. И дальше вот этот край я степлером фиксирую, чтобы он у нас уже не расходился. В нескольких местах этого будет достаточно. По низу я бумагу отрезаю той длины, так, чтобы стыковка двух бумаг была одинаковой. У меня получился вот такой вот большой квадратик 55 сантиметров на 70 сантиметров. Бумага нам нужна будет квадратиком 55 на 55 сантиметров, поэтому всю лишнюю длину мы можем отрезать. Измеряем еще 55 сантиметров и вдоль этой полосочки лишнюю длину мы отрезаем. Получился у меня вот такой квадратик для того, чтобы упаковать букет. Я его кладу вот так вот на спинку. Над колбасой оставляю небольшое расстояние, примерно по 2 сантиметра по бокам, по углам. Передний угол я складываю вот таким образом, чтобы у меня здесь закрылась колбаса и не было видно никакой основы. Если у вас здесь букет заходит сильно на колбасу, а хочется пониже, по краешку мы загибаем вот таким образом край упаковки, и он уже заходить на колбасу у нас не будет. Натягиваю вот так вот бумагу и фиксирую ее степлером. Теперь с другой стороны приподнимаем бумагу и натягиваем. Фиксирую степлером аккуратненько, краешек загибаю ровненько, и здесь можно зафиксировать либо скотчем, либо также аккуратненько степлером. Мне не хочется, чтобы скотч сверкал, поэтому зафиксирую аккуратно степлером. И последний штрих этой упаковочки – это красная лента. Просто поверх всего букета я завязываю красную ленту. В первую очередь фиксирую узелочек, чтобы ленточка не распускалась. И потом на этот узелочек я завязываю бантик. Бантик специально делаю не сильно большой, такой достаточно аккуратненький, лаконичный, потому что это мужской букет. Ленточку сделаю немножко покороче. И вот такой результат у меня получился. Именно с таким подарочком я сейчас отправлюсь на день рождения моего родного брата. А я же с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами была Анна Тимерова. Встретимся в следующих мастер-классах. Обязательно ставьте мне лайк. Если вам понравилось это видео, пишите комментарии под этим видео. Если вы вместе со мной делали этот букет, обязательно пишите мне впечатления и эмоции тех людей, кому вы подарили этот букет. Мне будет очень приятно почитать ваши комментарии. До скорой встречи в следующих мастер-классах. Пока-пока!